Приветствую вас на канале Не Эксперт. Это видео обязательно к просмотру тем, кто ищет оптимальный планшет до 20 тысяч рублей, а еще всем любителям техники. Покажу только те модели, которые смело можно брать и после не жалеть о покупке. За эту сумму, конечно, не найти игровой и мощный аппарат, но для ежедневных задач и некоторых рабочих дел подойдет отлично. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. При поиске моделей для данного видео я использовал сервис WordStat, который показывает количество поисковых запросов за определенный период. С его помощью проанализировал спрос на девайсы в интернете. Из популярных выбрал 5 устройств уже по характеристикам. В топ попали планшеты от всем известных и любимых компаний Xiaomi, Huawei и Honor. Акцентируемся на таких параметрах, как процессор, батарея, память, цена и другое. Рейтинг составлен от меньшей к большей цене. Пятое место. Huawei MatePad SE 10.4 LTE. За версию с 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами накопительной памяти просят почти 13 тысяч рублей. Это необходимый минимум для комфортной работы. Если не хотите испытывать свои нервные клетки и постоянно удалять приложения, даже не смотрите на вариант с 3 гигабайтами ОЗУ. А вот версию на 128 гигов постоянной памяти можно брать с расчетом на несколько лет вперед. Корпус из черного алюминия с пластиковой вставкой вверху под антенну. Тонкий и легкий аппарат. Круто выглядит. Экран качественный, IPS-матрица 2000 на 1200p 10.4 с частотой обновления 60 Гц. Количество герц, конечно, маловато по современным меркам, но зато глаза не будут болеть после просмотра кино. В помещении яркости достаточно, дисплей марки и собирает отпечатки пальцев. Основной объектив 5 мегапикселей, фронтальный 2 мегапикселя, запись видео 1920 на 1080p 30 кадров в секунду. Камера далеко не самая сильная сторона абсолютно всех планшетов, для фото и видеосъемки их никто не покупает. В этом отношении можно сказать, есть уже хорошо. Планшет работает на 6-нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 680. Это среднеценовой сегмент, который обеспечит плавную и быструю работу интерфейса, YouTube, комфортный серфинг в интернете. Тяжелые игры, такие как Genshin Impact, он не потянет, но, например, в PUBG и Call of Duty можно играть на низких настройках с высоким FPS. Весомый недостаток устройств от Huawei – отсутствие Google сервисов, но есть собственный магазин App Gallery, в котором можно скачать все популярные приложения, в том числе российские банковские карты. Также без проблем устанавливаются любые APK-файлы. Батарея тут мала, всего 5100 мАч. При просмотре видео хватает на 9 часов. Поддерживает быструю зарядку, но в комплекте блок всего на 18 Вт. С ним девайс полностью заряжается за 3 часа. У конкретно этой модели есть LTE. Большой плюс для тех, кто планирует использовать планшеты для работы или учебы. Можно все сразу делать с него без смартфона. По звуку стерео аудиоэффекты Huawei Histon 8.0. По словам пользователей, играет громко. Этого хватит для фильмов, игр и других обычных задач. Разъем 3,5 мм для проводных наушников оставили. Есть еще разблокировка посредством распознавания лица. Итак, положительных сторон много. Производительность, оптимизированная, удобная и привлекательная операционная система, высокое 2К разрешение экрана и цена. Из минусов нет Google сервисов и маленький аккумулятор. Четвертое место. Huawei MatePad Wi-Fi. Начнем с цены. 16 тысяч рублей за 4 гига оперативки и 128 встроенной памяти. Этого хватит и для игр, и для фильмов, и для медиа. Но даже если нет, можно увеличить с помощью microSD. Матрица IPS, разрешение экрана 2К 2000 на 1200p 10.4. Все казалось бы супер, но не тут-то было. Единственный минус дисплея – частота обновления всего 60 Гц, в то время как у конкурентов 90 и 120 Гц. Зато глаза меньше устают, к тому же есть дополнительные функции защиты зрения и распознавания по лицу. Сам планшет из алюминия в сером цвете. К сожалению, задняя крышка матовая и маркая. Вес и толщина примерно как и у прошлого девайса. Удобно даже печатать двумя руками. На корпусе аж 4 микрофона, которые по отзывам хорошего качества. Динамика тоже 4, разумеется, стерео. Есть Huawei Histon и Harman Kardon. Простыми словами, звучанием точно останетесь довольны.
Внутри поставили процессор собственной разработки Kirin 710A на 12 нанометров. В таких задачах, как посмотреть или почитать что-то, работает плавно. В играх, как и в остальных моделях топа, особо не разгуляешься, но в простенькие сыграть можно. Операционная система Harmony OS. На этом пункте долго задерживаться не будем. Красивая, удобная, оптимизированная. Прежний минус — нет Google сервисов, но есть множество обходных путей, с которыми можно без проблем наслаждаться устройством. По камерам тоже пробегу быстро. Основная 13, фронтальная 8 мегапикселей, видео 1920 на 1080 30 кадров в секунду. Для видеосвязи хватит. Батареи в 7250 мАч хватает примерно на 10 часов экранного времени. Если аппарат использовать для чтения, просмотра фильмов и видео, то несколько дней спокойно продержится без подзарядки. Комплектным блоком на 22,5 Вт полностью заряжается за 2 часа. Плюсы данной модели – мощная батарея, производительность, звучание, высокое качество экрана, поддержка стилуса Huawei M Pencil. Минус в отсутствии Google сервисов. На третьем месте Xiaomi Redmi Pad SE. Спрос на него самый большой среди всех моделей в рейтинге. Цена 18 тысяч рублей за 6 гигабайт оперативной и 128 встроенной памяти. Этого хватит для всех типичных задач. Сделан из металла в зеленом, пурпурном и сером цветах. Дизайн современный, выглядит на 30 и больше тысяч. Задняя крышка матовая, но не маркая. Мини-джек 3,5 мм оставили, можно подключить проводные наушники. К сожалению, нет поддержки фирменного чехла, клавиатуры и стилуса. Сторонние аксессуары, естественно, можно использовать. Экран добротный, IPS-матрица, разрешение 1920 на 1200p, 11,90 Гц. Комфортно и любителям посмотреть фильмы, и поиграть, и ленту почитать, и некоторые рабочие дела сделать. Есть специальная функция защиты зрения. В яркий солнечный день будет плохо видно детали, а в помещении проблем не ощутите. Внутри процессор Qualcomm Snapdragon 680. Как и было сказано ранее, обыкновенные задачи решает хорошо, но тяжелые игры не вытягивает. Емкость аккумулятора целых 8000 мАч. По отзывам, работы экрана хватает на 10-11 часов. В режиме повседневных задач, например, почитать что-то или посмотреть фильмы, заряда хватит на чуть меньше недели. Блоком 18 Вт до 100% заряжается примерно за 3 часа, а комплектным на 10 Вт часов за 5. Основная камера 8 мегапикселей, фронтальная 5, максимальное разрешение записи видео 1920 на 1080 30 кадров в секунду. Самые простенькие модули, хватит для съемки каких-то оперативных задач и для общения по видео. Производителем заявлено 4 динамика с поддержкой стерео и Dolby Atmos. За свои деньги играет довольно громко и объемно, вполне достаточно для просмотра кино и видео. Сим-карту в него не вставить, NFC, соответственно, тоже нет, зато есть распознавание лица, Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi с поддержкой 2,4 и 5 Гц. С прошивкой проблем нет, работает стабильно плавно. Преимущества устройства: производительность, большая батарея, высокое разрешение дисплея и внешний вид. Минус — нет поддержки симки. Второе место — Honor Pad X9 LTE. Вновь возвращаемся к Huawei, на этот раз их дочерняя компания. Цена гаджета 18 тысяч рублей за 4 гигабайта ОЗУ и 64 физической памяти. Учитывая процессор, о котором поговорим дальше, тормозить, конечно, не будет, однако 4 гигабайта оперативки маловато на сегодняшний день. Но тут есть особенность. Как только системе не хватает оперативной памяти, она берет пару гигов из постоянной и добавляет к оперативной. Кстати, можно вставить microSD и бед не знать. Корпус серого алюминия, тонкий, легкий, привлекательный внешне, все по красоте. Сборка качественная, не люфтит. IPS-экран, разрешение 2К 2000 на 1200p, 11,5 и самая главная фишка — 120 Гц. Honor разносит в щепки конкурентов. Говорить о том, что на этом планшете дискомфорта абсолютно никакого нет, приятные сериалы смотреть и серфить в интернете, и книжки читать, и даже играть, думаю, не стоит. Это и так понятно. Железо здесь чуть лучше, чем у предыдущих. 6-нанометровый Qualcomm Snapdragon 685. Он относится к классу бюджетных, поэтому что-то сверхъестественное не выдаст. Зато работает стабильно и плавно. А еще в игры на низких настройках можно без вреда для нервной системы играть. Например, в PUBG выдает 90 FPS. Немаловажный плюс в том, что корпус почти не греется.
Важно сказать, что Huawei продал свою дочернюю компанию, и после покупки другой фирмой на устройство Honor вернулись Google сервисы. Это значит, что проблем с отсутствием Play Market, как на Huawei, не будет. Основной фронтальный модуль камер на 5 мегапикселей, запись видео также в Full HD. Камера и планшет, как уже говорил ранее, понятия несовместимые, но для видеозвонков вполне достаточно. С батареей на 7250 мАч пару дней, а то и больше, не нужно задумываться о зарядке. Поддержки быстрой зарядки, кстати, нет, поэтому полностью будет заряжаться около 5 часов. LTE, по словам пользователей, ловит хорошо наравне со смартфонами, GPS по точности плюс-минус 10 метров. По звуку заявлено 6 динамиков, стерео есть, отзываются о нем хорошо, громкий, объемный, приятно слушать, для фильмов самое то. Итак, положительные стороны планшета: звучание динамиков, экран, есть LTE, прикольные фишки операционной системы. Недостаток: хотелось бы чуть лучшую производительность, если брать с запасом лет на 5. И первое место – Honor Pad X9 Wi-Fi. Тот же самый аппарат, как предшественник, только без сим-карты. За 19 тысяч рублей доступна версия на 4 гигабайта оперативной и 128 встроенной памяти. Если сравнивать одинаковые конфигурации памяти, то эта модель дешевле предыдущей. Подробно описывать все то же самое не вижу смысла, поэтому кратко пробегу по характеристикам. Экран IPS, 2К разрешение, 11,5, 120 Гц. Процессор Qualcomm Snapdragon 685, 6 нанометров. Камера основная и фронтальная на 5 мегапикселей. Корпус из металла, дизайн элегантный. Операционная система macOS 7.1 на Android 13. Звук стерео, громкий. Аккумулятор 7250 мАч. Единственное отличие – нет LTE. И на этом наш обзор подошел к концу. Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось, и до новых встреч на канале NeExpert.